Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз конец июля, август 2026. Точка невозврата или 6 шагов к вашей новой реальности. Что изменится до конца лета в вашей судьбе, давайте узнаем. И сегодня мы пройдем этих 6 шагов, которые меняют вашу жизнь, а быть может и вас самих. И, конечно, ретро-Меркурий, который 24 числа уже не ретро, он переходит в прямое движение, но Сатурн уйдет в конце июля в ретро-движение и останется вот в этом обратном движении до практически до 11 декабря, почти до конца года. А Сатурн, мы знаем, это у нас и традиции, и структура, границы, вопросы обязательств. Поэтому строгий учитель Сатурн нам подскажет какие-то новые, более надежные системы. И, скорее всего, этот период будет связан с тем до конца даже года, но, может быть, первые шаги, первые предпосылки, прелюдия, когда конца июля и августа будет свидетельствовать о том, что мы будем избавляться от чего-то устаревшего. И вплоть до 7 августа нам помогает Венера в Деве. Это время земных энергий, наведения порядка в собственной жизни. Но 29 июля полнолуние в Водолее совпадает с транзитом Юпитера во Льве. Что это? Яркие события, громкие новости, какие-то неожиданности. Итак, 6 шагов. И первый шаг состоит из 2 карт. Что для вас прогресс? Что вас как тянет, ведет за собой, тянет вверх? А вторая карта, а что тянет вниз? Или то, что забирает вашу энергию? Вторая карта, второй шаг у нас будет означать отношение, кто зеркалит вас или кто появится неожиданно, возможно и так. Кто, возможно, вас удивит, откуда придут возможности, и это у нас третий шаг. В чем ваши главные ресурсы? Что оставить в прошлом, мои дорогие скорпионы, что уже не имеет значения? Пятый шаг – важное событие. Что изменится? Что вам важно услышать прямо сейчас? И к чему приготовиться? Помните, что все транзиты и все то, что происходит в нашей жизни, для нас где-то до конца лета, как судьба расчищает путь. Поэтому могут быть такие события, которые где-то для нас, совершенно мы не предполагали, что вот таким образом могут обернуться дела. Будем к этому готовы, будем знать, что это именно судьба так воздействует на нас. Итак, что для вас прогресс? Вот такая холодная карта, по ней я часто говорю, что есть правда, истина, которую мы ищем, и мы ее находим. По этой карте могут быть неожиданные новости, по этой карте может быть точно так же для вас неожиданный путь, как меняется ваш график. Может быть, у кого-то график передвижения будет связан буквально с тем, что собирались в одно место, поедете в другое. Кто-то из вас услышит новость, это иногда может быть как от официальных лиц, получение каких-то важных бумаг или конкретный человек, который может вплоть до того, что прийти, появиться на вашем пороге. Но тем не менее, да, хоть и мечи мы знаем, это всегда олицетворение интеллекта, поэтому то, что вы слышите, вам нужно будет как правильно проработать эту информацию, как-то увидеть вот эту правду и не соскользнуть, может быть, это та правда, которая не совсем нам нравится, но действовать, потому что эта карта еще и скорости. А что мешает? А хочется расслабиться. Кстати, деньги. С деньгами как будто порядок, но не потратить по 9 пентаклей слишком много или больше, чем следовало. Потому что нам хочется либо что-то такое эдакое прикупить, или нам иногда по этой карте хочется, иногда и побаловать кого-то, может быть, и самого себя. Но где-то, посмотрите, полярные 2 энергии, как ни странно, мечи, да, интеллект. Видимо, есть какая-то такая тема-задача, когда вам придется, возможно, кому-то сказать и нет. Или как-то очень правильно, 6 кубков, скорее, вот это нет или какой-то отказ. Будьте к этому готовы, это для вас прогресс. Как сказал Марк Твен, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Вот что-то подобное вот эти 2 карты в вашей жизни могут означать. И тем не менее, это прогресс. Очень часто карта ностальгии, мы ее так называем, но это та ностальгия, когда возврат отношений. Может быть, и примирение для кого-то предстоит.
Но тогда то примирение, когда, ну вот то, что уже случилось и произошло, мы все-таки не можем сказать себе, нет, этого не может быть, оно уже случилось. Или то, что вы слышите, ну каким-то образом это нужно будет переложить в реальность. А что это такое? А ведь и правда какая-то неожиданная новость, которая меняет вас самих, меняет ваши планы, меняет даже то, что, как мы говорим, маршрут, да? Тут быть легким на подъем, скорее всего, вам тоже будет помогать, потому как вы можете что-то такое услышать, узнать, и вам придется быстро собраться, куда-то отправиться, иными словами, не потерять момента. Я, потому что иногда говорю по восьмерке жезлов, это добрая трансформация, его величество случай, и оставим на потом, а потом уже как будто поезд ушел. Вот помните об этом, что вам, возможно, придется даже вот, если вы составили какой-то грандиозный план, мои дорогие любимые скорпионы, значит, будет какое-то время X, когда вот эти планы так вот немножко нужно будет оставить на потом и включиться в какое-то дело, в решение какого-то вопроса, который для вас может означать очень быстрый прогресс, потому что это всегда что-то быстрое, это точно. Это будет связано, тройка жезлов, мы всегда строим планы на будущее. Любая тройка – это всегда карта будущего, поэтому планы будут ваши меняться. Именно в зависимости от того, что вы увидите, услышите. Может быть, эту весть привнесет вам человек, как я уже говорила, или это будет связано, ну, у кого-то даже с личной жизнью, когда тоже вы что-то подобное узнаете. И вот эта коррекция планов, она вам будет совершенно необходима, потому что какая-то возможность к вам приходит на порог в вашу судьбу. И было бы неправильно от этого всего отказаться. Но это будет все в каком-то скоростном режиме. Ну ладно, давайте узнаем, а что же регресс, что забирает вашу энергию. Вот смотрите, ведь карта девятка пентаклей, это больше тут нам про отдых показывают, да? Ну, или если не отдых, это карта финансового достатка. Когда мы, в принципе, ну вот, наверное, как по этой карте, вот, да, вот буквально сидит наша девушка, отдыхает, все у нее хорошо, никуда не торопится. И, в принципе, и не хочется торопиться. Глядя на карту, даже хочется побыть в роли этой девушки. Ну, я, конечно, шучу. Ну, правда, все хорошо, чего бы там гнать лошадей, правда? А тут и там говорят, нет, ты тут вроде как расслабился, собрался отдыхать, тут тебе бац, и что-то меняется. И меняется, правда, колесо фортуны. Вам опять говорят, не упусти время. Вот что-то такое интересно. Мы можем, кстати, подумать, что я еще подожду. Ну, давайте я еще одну карту доставлю. Что для вас регресс? Да тут на кону ваше солнце. Вот, кстати, иногда это карта эго. Карта солнца. Вы можете столкнуться даже с эго. Не обязательно вашим собственным. Хотя я этого тоже не исключаю. Но это может быть, как я говорила, эго какого-то другого человека. Возможно, это были какие-то договоренности его и ваши. И вам придется кого-то переубедить. Будьте к этому тоже готовы. То есть вот эту правду, которую нужно будет как будто подать, как пальто, элегантно это сделать. Или избежать какого-то конфликта, но склонить человека к компромиссу. Но вы, мои дорогие скорпионы, для вас нет ничего невозможного. Вам не упустить свое солнце надо. Вам не упустить свою фортуну. А не все планы ваши будут совпадать с планами других людей. И, видимо, в этом тоже может быть некоторая заминка. Вас могут уговаривать, ну зачем тебе этим заниматься, к примеру. Будьте к этому готовы. Вам могут говорить, что зачем тебе вот прямо сейчас, поедешь завтра. Например, да, я самые банальные ситуации беру. Или вам будут говорить, ой, а вдруг у тебя не получится, мои дорогие скорпионы. Не упустите, правда, что-то такое, что для вас может означать, это именно как выбор правильного направления. Вам придется чем-то, может быть, я не исключаю, как мелочью какой-то пожертвовать для того, чтобы что-то крупное осуществилось. И может быть так вот все неоднозначно. Мы ведь все разные, и у каждого свое какое-то окружение. Вот с учетом того, что рыцарь мечей, с вами кто-то может быть даже не согласен, кстати. Точно так же вы с кем-то можете быть не согласны. И тем не менее, нужно как-то вам сделать по-своему. Но вот так, как умеет делать скорпион.
Вы умеете, вы маги и волшебники, я всегда об этом говорю. Это вы умеете сделать именно так, что человек будет думать, что это он принял это решение. Надо сказать, что ваша планета управитель Плутон, она говорит нам, что в течение лета будет какая-то задача, которую мы... Она не просто в течение лета, она могла быть уже где-то в мае, на начало июня. Но, может быть, отошла со временем на второй план. Здесь может что-то возобновиться, но с какими-то иными возможностями или иными плоскостями, как вот обстоятельства поменялись. И в течение лета, то есть до конца лета, возможно, еще и где-то у нас ретро-Плутон до середины октября. Может быть, с заходом на сентябрь вы будете заниматься каким-то вопросом, и ведь для вас откроются совершенно иные перспективы. Тут самое главное – не подзастрять в том, что, как знаете, мы отмахнулись от чего-то, сказали, да нет, это какая-то ерунда, этого не может быть. А это уже реально, это где-то стоит на пороге. Вот как будто один шаг, одно мгновение разделяет скорпионов от какой-то возможности до непонятной паузы или до непонятного, ну, как согласия с чем-то или с кем-то. А тут вот слушайте свое сердце, слушайте свою душу. И самому себе не навредить. Не навредить, не отказавшись. Именно я больше вижу так. Для вас будет какой-то такой поворотный момент, и он будет у вас в каком-то таком скоростном режиме. То есть это может быть именно внезапно, это может быть неожиданно. Будут меняться ваши планы. А как планы оппонента, или пусть это не оппонент, а близкий человек у кого-то, а тут совсем какое-то другое видение. И тем не менее вам нужно склонить или сделать как-то хитро, мудро, грамотно и по-своему. Вот я вижу больше так. Отношение, кто зеркалит вас. Вы можете даже столкнуться, что человек оказался в какой-то патовой ситуации и требует, кстати, вашей помощи. Здесь может быть то, что вы проживали когда-то, да, как ваша трансформация. Тут какой-то человек будет сталкиваться приблизительно с теми же самыми событиями, или что-то подобное может происходить в жизни какого-то человека. С чем это связано? А вот смотрите, от вас могут попросить помощи. Это правда. От Скорпиона всегда могут попросить помощи, потому что вы сильные люди. И вот вам даже этот выбор, согласиться или кому-то красиво отказать, вам придется делать. А что это такое? Кто зеркалит вас? Это ваша карта. Королева мечей. Все-таки я не исключаю, что здесь какой-то момент в отношениях, именно в отношениях, потому что рядом выпали две карты. Все-таки король и королева. Значит, это отношения мужчины и женщины. Я не исключаю, что это может быть как и руководитель на работе, например, да. Но больше я тут все-таки вижу, что это связано с какой-то личной историей, возможно, той историей, которая была до этого времени. Вот либо она каким-то отголоском, даже у кого-то может проиграться уже в новых отношениях, в новой истории. Ситуация может быть чем-то похожа на предыдущую. То есть вот в этом зеркальность какой-то, знаете, как вашего опыта жизненного будет проходить. Но все-таки в разных энергиях у нас две карты, да, король кубков, и даже если меня смотрят мои дорогие любимые девочки, то это у вас сейчас более такие мужские энергии, ну, в общем-то, и ситуация того требует. А тот человек, с которым вы можете столкнуться, кстати, будьте внимательны, потому что всей правды вам тоже может не говорить. Тут есть, может быть, и своя какая-то у человека задумка. И вот вам придется, видимо, вот так однозначно, интеллектуально, просчитав какую-то траекторию свою, не обещая многого, все-таки это у нас прообраз Юдифия, никто не знал, куда она пошла и что собирается делать. Молчание вас бережет, но вот эта трансформация, которая запущена уже, да, и я тут больше вижу, да, она может где-то вас касаться, но она касается вас как, знаете, вторично. Это приходит через людей или это приходит через обстоятельства, и вам придется какое-то однозначное решение принять и надеяться на самого себя, но и вместе с тем не дать себя, как склонить к тому,
что вы не считаете правильным, мои дорогие, потому что здесь может быть такой судьбоносный момент, когда в жизни какого-то человека, особенно если в отношении вас когда-то прежде кто-то что-то сделал не очень правильно и красиво, может прилететь такая обратка, и, как ни странно, именно эта персона может к вам и обратиться за помощью. Пусть это не у каждого, но кто-то может с этим столкнуться. Или, если мы спросили отношения, кто появится неожиданно, так и хочется сказать, лицо противоположного пола обратиться к вам, и у вас будет вот этот выбор. Делайте выбор именно душой, сердцем, но никому ничего не говорите заранее, не обещайте, потому что здесь вот видите, как соединить нужно в нашей колоде, колода ведьмочек, с закрытыми глазами мечет она дротики, мечи. И именно с закрытыми глазами она чувствует интуитивно, куда нужно бросить этот нож, куда нужно как будто метнуть этот дротик, на что нужно согласиться. Вот поэтому как интеллект мечи мы говорим, и именно завязанные глаза, интуиция, вам нужно будет какой-то вопрос вот так не просто решить. Будьте к этому готовы. Следующий шаг. Третий у нас получается шаг, откуда придут возможности. Что есть ваш ресурс? Вы очень ресурсны. По максимуму. Ресурсен Скорпион во всем, и, может быть, поэтому к вам и будут обращаться. Здесь, понятно, и финансы, здесь все под контролем, здесь все хорошо. Должно быть, да, мы говорим, точнее, мы говорили, что может быть где-то как забирать энергию. Вот вашу финансовую энергию, ну, не поставьте ее под удар, вот так. Потому что, да, ресурсы есть, их даже больше, чем вы можете предположить. То есть вы действительно... Ну, так своеобразные герои этого времени. Может быть, это даже какая-то сложная история финансовая, когда вы найдете, поверьте, не один, а как минимум парочку каких-то вариантов преодолеть даже финансовую брешь. У кого это вот проигрывается сейчас. У кого-то вопросы дома, оформление дома, да, если мы говорим, откуда придут возможности. Это когда вы все держите под контролем и все просчитываете. И вместе с тем никто не видит вашего контроля. У кого-то так могут решаться вопросы, которые связаны, может быть, даже с детьми. Или с историей с вашими родственниками. У кого-то, правда, это тема, которая, может быть, рассматривается в суде. Или когда вам потребуется знание закона. Возможно, вам кому-то потребуется консультация специалиста. И все-таки, посмотрите, тут для вас... Вы знаете, я надеюсь, для большинства из вас, вот все то, что я по предыдущей позиции, по предыдущему шагу говорила, ведь выпадает аркан справедливость, правосудие. И мы знаем, что это как закон кармы работает. И причина, и следствие. Поэтому, правда, есть какая-то персона, которая в вашей жизни, она себя проявит именно в этот период. И, может быть, если вы сделали что-то прежде хорошо, то вам сейчас как дважды помощь. Помощь может даже прийти в ваш адрес от тех людей, от кого вы не ждете. Или вы помогали одному, а тут как пространство вам возвращает вот этот долг. И дважды, потому что еще и выпадает шестерка пентаклей. Мы говорим, это помощь высших сил, это какой-то вселенский баланс. Ну и, безусловно, это карта финансового успеха. Поэтому, если в целом третий шаг, откуда придут возможности, ваши возможности – это любую финансовую ситуацию не только решить, если она сложная, а как будто для самого себя или самой себя значительно увеличить, улучшить ваш финансовый достаток. В этом возможности как и по работе, так и возможности, если мы рассматриваем по имуществу, например, или заключить какие-то правильные договоры, контракты, прописать что-то на бумаге, этим себя тоже обезопасить, может быть, узнать, как работает закон. Вот в этом, во всем, мои дорогие любимые скорпионы, полностью от начала до конца ваш ресурс. Следующая позиция, четвертая, что оставить в прошлом. Все зависшие ситуации. Если что-то не разрешилось, давайте будем откровенны. Иногда судьба, мы стучим, нам кажется, мы стучим в двери, она вот-вот откроется, а на самом деле двери там нет, там стена. Это, знаете, как подсказка судьбы. Если у тебя что-то не получалось уже в предыдущий момент, не оборачивайся.
Заново не пытайся какой-то вопрос решить как, ну вот я еще раз попробую. Вот это оставь в прошлом. Не теряй как будто времени. И не рискуй, безусловно, собой. Мы только говорили, знание законов. Ведь по этой карте иногда у нас проходит, ну, какое-то даже самоотречение. Или ведь жертвенность, да, мы говорим, как будто жертвовать собой. Вот тоже ни в коем случае нельзя. Это все оставляйте в прошлом. В принципе, это все дополняет то, о чем я говорила. Что это за ситуация такая может быть? Она больше связана с вашими переживаниями из прошлого. Карта искаженного восприятия – это то, что мы когда-то пережили. Нам говорят уже солнце, восход солнца, по сути дела. Уже прошлое не имеет никакого значения, но в виде воспоминаний. Но из разряда накатило это может быть. Не держись как будто за прошлое. Но все контролируй, Скорпион. Вот буквально так. Вот то, что на повестке дня каждого стоит, вот это будет только важно. Все остальное, как что-то переиначить, переделать, переиграть, вот это уже оставляй. Давайте узнаем важное событие, чем, может быть, вам запомнится этот период, или что будет меняться. Ну, ваши маршруты будут меняться, это факт. У кого-то, если намечалось путешествие, тут тоже могут быть некоторые перемены. Вы можете собираться в один момент, поехать, допустим, или в одно время, а поедете как-то вот в другое время. Вы можете сам маршрут изменить. Может быть, кто-то на отдых. Все-таки у нас еще совпадает лето и период отпусков. Но для кого-то из вас это просто будет какое-то сообщение, может быть, известие, может быть, как получение бумаги. Иногда такое тоже проигрывается. Важной, которая с учетом пентаклей может означать именно как решение какого-то финансового вопроса. Или, может быть, подписание важного документа. Смотрите, два пажа. Пажи – это всегда вестники, но это еще и свидетельство о том, что в какой-то ситуации нам нужно разобраться, нам нужно что-то изучить. Может быть, часто по королеве жезлов у нас проигрываются два момента. Нам как бы карта дает совет. Правильная работа с информацией раз и правильное распоряжение деньгами два. И у вас выпадает два пажа. Есть какая-то тема, может быть, вы получите новости, вам еще придется дополнительно искать, ну, как вот это все работает. Или как работает в отношении вас закон. Или как вам осуществить какую-то задуманную свою цель, поставленную. Попутно будет приходить еще какая-то новость, может быть, напрямую связана буквально с тем, чем вы занимаетесь, или это будет связано с тем, что вам придется вот как раз свой собственный план скорректировать. Давайте достанем еще одну карту. Что же там за важное событие? Хотим мы того или нет? Тройка всегда карта будущего. У вас две тройки. Прошлое уже не имеет значения. И все то, что я говорила, что оставить в прошлом, где-то карта подтверждает. И вполне вероятно, если мы говорим пажи, нам нужно в чем-то разобраться. А тройка пентаклей – это карта иногда сдачи экзамена. Кому-то, может быть, именно в течение до конца лета так вот выпадет, что нужно получить документ, сертификат, может быть, пройти какие-то курсы, или, может быть, пройти по инстанциям, чтобы получить какую-то важную бумагу. Вот, кстати, я этого не исключаю, и вы можете узнавать, да, в один кабинет мы идем, там мы одну информацию получили, потом в другой идем кабинет, там и что-то другое. Вот прежде чем мы это все сложим в какую-то единую палитру, нам такие вот, ну, как сбивчивые или разносторонние, разбитые, вот, может быть, новостные события придется собрать воедино, проанализировать, чтобы получился в конечном итоге какой-то красивый узор. Я не исключаю, что для этого вам потребуется время, а для кого-то, как сама судьба вас переключает на что-то другое, и из-за этого у вас будут корректироваться маршруты, планы и даже какие-то временные промежутки. Давайте мы с вами узнаем, так к чему же приготовиться. Судьба расчищает путь. Сепарация только иллюзия. С кем-то договариваться железно придется. Мы уже не раз с вами на эту тему говорили. Но вот именно в этой колоде все-таки аркан влюбленный – это про любовь. Это про влюбленных. Поэтому для кого-то из вас это именно история взаимоотношений или история любви. Может быть, это старший аркан, поэтому тут будет что-то связано с внешними событиями, которые так или иначе касаются вашей пары, либо касаются
вашей любовной истории, если пара еще не создана, может быть, вот у кого-то начальные взаимоотношения, а для кого-то из вас, ну, правда, любовь, ничего не скажешь, какие-то перемены, может быть, по части личной жизни. По этой карте вот будьте к этому готовы. Сама судьба будет для вас расчищать путь. Ух ты, как интересно. И вы знаете, а ведь тут у вас что-то меняется в личной жизни. Приготовьтесь к этому. Вы можете получить какую-то неожиданную новость. И, может быть, вас что-то очень обрадует. Для кого-то из вас это новая история отношений. Ну, знаете, и даже если отношения длились годами, вы встречались, здесь тоже аркан Колесница. Аркан Колесница – это еще и перемены сами по себе. Да, для кого-то из вас может проигрываться как маршрут туда или сюда. У кого-то элементарно даже иногда эта карта проигрывается как ваш автомобиль, да, когда вы тоже тут что-то наметите. Но чаще всего все же это старший аркан говорит о переменах, причем добрые перемены в любви, в личной жизни. Возможно, для кого-то из вас предстоит встреча, для тех, кто один или одна, с важным человеком. И эта история будет вполне вероятно продолжена еще какое-то долгое время. Вот я вижу именно так. Больше, конечно, все карты говорят о добрых переменах в личной жизни. Это то, к чему приготовиться наперед. Это то, во что судьба вам расчищает путь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.